В ночь на 11 сентября 2015 года Кэтрин Кэмпбелл, действующий офицер полиции Трура, была не на службе. В этот день у девушки был выходной, и она хотела отправиться на прогулку, а также посетить бар. Кэтрин вызвала такси и отправилась в свой любимый бар «Эль Хаус». Таксист, подвозивший девушку, позже скажет, что Кэтрин была абсолютно нормальной и веселой в ту ночь. В баре девушка встретилась со своим давним знакомым, который позже будет идентифицирован как Кристофер Гарнье. Кристофер работал в «Эль Хаус», поэтому бармены, которые работали в ту ночь, знали его. Многие из них сказали, что Гарнье недавно расстался со своей давней девушкой, и можно было с уверенностью сказать, что он пытался забыть ее в компании Кэтрин. Ранее той ночью Кристофер выпивал в квартире своего друга Митчелла, а затем друзья направились в центр города, чтобы продолжить веселье. В конечном итоге Митчелл сильно опьянел и был задержан полицией. После этого Кристофер Гарнье в одиночестве направился в «Эль Хаус». Как только он оказался внутри, мужчина встретил Кэтрин, и в конце концов они решили вместе покинуть бар и отправиться в квартиру Митчелла, потому что Кристофер не мог пригласить Кэтрин в свою квартиру, поскольку он только что расстался со своей девушкой, с которой они жили вместе. Таксист забрал их из «Эль Хаус» и отвез в квартиру Митчелла. Это был последний раз, когда Кэтрин Кэмпбелл видели живой. Когда Кэтрин не явилась на работу в полицейское управление Трура на свою смену, ее коллеги проявили беспокойство, поскольку это не было похоже на девушку. Офицеру полиции было поручено отправиться в квартиру Кэтрин в рамках проверки благосостояния. Когда полицейские вошли в квартиру, в ней не было ничего необычного, что могло бы вызвать тревогу, кроме отсутствия девушки. Тогда офицер полиции взял записи с камеры наблюдения многоквартирного дома, в котором жила Кэтрин. Просмотрев записи, он увидел, как девушка выходила из своего дома, а затем села в такси и уехала, но она больше не возвращалась домой. Вскоре полиции удалось обнаружить водителя такси, который сообщил полицейским, что отвез девушку в «Эль Хаус». Полиция также просмотрела видеозаписи из бара, где они идентифицировали мужчину в компании Кэтрин как Гарнье. Мужчина быстро стал их главным подозреваемым в исчезновении Кэтрин. С Гарнье быстро связался следователь, чтобы задать некоторые вопросы о том, где он был в тот вечер и что произошло после того, как он покинул бар с Кэтрин Кэмпбелл. Телефонный разговор привел полицию в квартиру Митчелла, где Кристофер останавливался на первое время после расставания со своей девушкой. Детектив допросил Митчелла, и то, что он узнал, казалось невероятно тревожным. Митчелл сказал, что когда он вернулся в свою квартиру после ареста, он увидел, что Кристофер спит на диване, а не на кровати, которую он приготовил для друга. Затем Митчелл обнаружил отсутствие матраса, и когда спросил своего друга, что произошло, Кристофер сказал, что он перебрал с алкоголем той ночью, и его стошнило на матрас, и поэтому он его выбросил. Митчеллу нечего было скрывать, поэтому он позволил полиции обыскать его квартиру. Во время обыска в нескольких местах полиция обнаружила незначительные следы крови. Так получилось, что по соседству с домом Митчелла находилась клиника, и у них были установлены камеры наблюдения. Когда полиция изучила кадры от 11 сентября 2015 года, они обнаружили что-то действительно необычное. На записях было видно, как мужчина выходит из задней части многоквартирного дома и идет в сторону клиники. Примерно через минуту человек вернулся с зеленым мусорным контейнером. Это был Кристофер. Несколько свидетелей в ту ночь также видели, как неизвестный человек тащил зеленый мусорный контейнер, и свидетели подумали, что это действительно странно, когда кто-то тащит мусорный контейнер посреди ночи. Таким образом, просмотрев записи с камер, полиция последовала по направлению, в котором был замечен человек с мусорным контейнером. Они обнаружили зеленый контейнер с открытой крышкой возле кустарника в том же районе. Внутри полицейские заметили волосы, и при ближайшем рассмотрении они могли уже видеть, что это была девушка, одетая в платье, но на ней не было нижнего белья. После дальнейшего расследования тело было идентифицировано как принадлежащее Кэтрин Кэмпбелл. Теперь полиции оставалось задержать Гарнье.
Детективы припарковались через дорогу от дома подозреваемого и стали наблюдать за ним. Он уже снова жил с девушкой, с которой они расстались той ночью, когда он был с Кэтрин. Кристофер, не подозревая того, что за ним идет слежка, сел в свой автомобиль и поехал в сторону, где было обнаружено тело Кэтрин. Полиция задержала его на месте, внутри его автомобиля они обнаружили зеленый брезент, рабочие перчатки, веревку и одеяло. Нетрудно догадаться, что он возвращался туда для того, чтобы попытаться избавиться от тела и уничтожить улики. На допросе мужчина утверждал, что после ночи веселья они с Кэтрин поехали в дом Митчелла, и между парой вспыхнула страсть, которая привела к интимной близости. По словам мужчины, Кэтрин было этого недостаточно, поскольку она хотела более грубого и жесткого отношения к себе в постели. По словам мужчины, он в этот момент отключился. И все, что он помнит, это то, что у Кэтрин было кровотечение из носа, но он не помнит, чтобы бил ее в ту ночь. Полицейские спросили, была ли Кэтрин жива, когда он поместил ее в мусорный бак. На что мужчина дал отрицательный ответ, он сказал, что к тому моменту она не двигалась и не дышала. На суде это дело стало очень грязным, защита пыталась оклеветать Кэтрин и поставить под сомнение ее сексуальные предпочтения в постели, что, по мнению многих, совершенно не имело значения, поскольку она была жертвой. Защита предположила, что ее смерть была случайной в результате интимной близости по обоюдному согласию, связанного с удушением. Кристофер Гарне также утверждал, что это была просто обычная случайность. Самое интересное, что его девушка, та, с которой они расстались в ту ночь, когда он встретил Кэтрин, все время стояла рядом с ним во время судебного разбирательства и поддерживала его. Всем было ясно, что она верила всему, что он говорил, и даже умоляла о снисхождении во время суда над ним. В какой-то момент она сказала судье: «Я считаю, что мне невероятно повезло, что Кристофер моя вторая половинка. Он действительно лучший человек, как внутри, так и снаружи. Он спас меня и дал мне то, чего я с нетерпением жду в будущем, а именно наше совместное будущее». Тем временем обвинение предоставило отчет о вскрытии. Кэтрин умерла от удушения и получила некоторые травмы, в том числе у нее был перелом носа и 2 синяка под глазами. Даже если она и хотела грубой интимной близости, она явно не имела в виду сломанный нос, заявило обвинение. Адвокат придерживался своей точки зрения, что это была случайность на протяжении всего судебного заседания. В этом деле не обошлось без свидетелей. В суд был вызван человек, который очень недолгое время встречался с Кэтрин ранее. Он сказал, что во время их интимных встреч он действительно клал свою руку на шею девушки, но никогда не оказывал давления. Свидетель также заявил, что Кэтрин никогда не просила, чтобы ее душили или били, а любое агрессивное поведение было всегда шуточным и происходило уже после полового акта. Тем не менее, Кристофер Гарне сказал присяжным, что во время близости Кэтрин поощряла его за грубые действия. Но он также сказал, что его воспоминания о той роковой ночи расплывчаты, потому что он был слишком пьян. Кристофер Гарне был бывшим фельдшером, как обученный специалист по оказанию первой помощи, он должен знать, что если чья-то шея повреждена, необходимо проявлять большую осторожность при обращении с этим человеком. Гарне заявил, что в течение всей ночи его рука была на шее Кэтрин. Он сказал, что хотел взять полотенце, когда заметил кровь после того, когда ударил ее, а вернувшись в комнату, он увидел девушку в неподвижном состоянии. По его словам, она умерла случайно, потому что он оказал слишком большое давление на ее шею. Присяжные не купились на его историю, и теперь мужчине придется провести остаток своих дней в тюрьме, если в 2030 году ему не одобрят условно-досрочное освобождение. В конце слушания Кристофер Гарне достал лист бумаги из кармана и зачитал свои извинения перед семьей и друзьями Кэтрин. Он сказал, что знает, что ничего не может сделать, чтобы облегчить их боль. Далее он сказал: «Я никогда не предполагал, что это произойдет, но мои действия способствовали смерти Кэтрин, и я беру на себя полную ответственность за это. Мне трудно понять, почему я сделал это,
и я до сих пор не могу вспомнить большинство своих действий и событий той ночи. Я испытываю к себе отвращение, я сожалею о боли, которую причинил вам, и я надеюсь, что однажды вы сможете простить меня. А что думаете вы? Оставляйте ваши мысли в комментариях. Спасибо за внимание и до скорого.